Привет, меня зовут Светлана, и в этом видео я покажу, как за один вечер можно сделать вот такого милого гномика на ножках. Его рост 60 сантиметров, и для его изготовления я взяла две втулки от фольги, старую кофту и шапку. Еще нам понадобится небольшой отрезок бежевой ткани, мех и синтепон. Сначала сделаем ножки. У меня на втулках были вот такие отверстия, и для дальнейшей работы я заклеиваю их малярной лентой. После чего из остатков картона вырезаю подошву для обуви и для большей прочности склеиваю несколько слоев вместе, а затем приклеиваю сверху втулки. Вокруг подошвы закрепляю малярную ленту, после чего заливаю вовнутрь раствор из алебастра. Вместо него для утяжеления можно использовать все что угодно, только не крупу, потому что в дальнейшем там могут завестись разные жучки. Лучше взять небольшие камешки. Втулку заполняю таким же раствором. Где-то минут через 15 раствор уже схватился, но еще остался мягким, поэтому пока это возможно, немного скругляю форму обуви, но в принципе это не сильно отразится на конечном результате. Теперь потихоньку начинаем одевать нашего гномика. Для так называемых штанишек я взяла отрезок ткани 10 на 40 см. Склеиваю при помощи термоклея, после чего выворачиваю и натягиваю на втулку. Диаметр моей втулки 2,7, а высота 30 см. Также не забывайте учитывать, какую ткань вы используете. У меня ткань хорошо тянется, если у вас нет, то возможно понадобится и немного больше. После чего при помощи фольги делаю форму будущей обуви. Оклеивать обувь буду плотным бархатом, он практически не тянется, ткань отрезая на глаз. Просто смотрю, чтобы со всех сторон был небольшой запас. Но сначала на носочек закрепляю небольшой кусок ткани из остатков, чтобы сгладить мелкие неровности, которые на бархате очень заметны. Ткань приклеиваю только по бокам, серединку пока не трогаю. Такого гномика можно сделать полностью, используя только термоклей и ничего не шить вручную. Но здесь все зависит от того, какую ткань вы используете. Всегда проверяйте, насколько хорошо ее можно склеить, чтобы она не расходилась по шву. Или же, если у вас есть швейная машинка, то, конечно, можно использовать ее. На носочках подворачиваю ткань вот таким образом и подклеиваю. Если ваша ткань тянется, то можно ее хорошенько натянуть и получится вообще без складочек. Но даже таким образом практически ничего не заметно. Для задней части обуви тоже отрезаю ткань на глаз, подворачиваю и приклеиваю к ножке. По бокам намечаю и срезаю все лишнее.
Вокруг сапожка приклеиваю мех, но если у вас нет меха, то можно использовать какие-то объемные нитки, или может у вас дома завалялся меховой воротник от старой и ненужной курточки, тоже отлично подойдет. Пишите в комментариях, чем вы обычно заменяете мех, мне будет очень интересно почитать и узнать что-то новое. Теперь делаем туловище. Из картона я предварительно вырезала заготовку и сделала в ней отверстие для ножек. По кругу проклеила малярной лентой, чтобы ножки входили очень плотно, после чего с лицевой стороны оклеиваю тканью. Под видео я обязательно оставлю шаблон на все заготовки, также вы там сможете найти описание со всеми размерами. Затем беру отрезок ткани 36 на 37 см, складываю 2 раза пополам, после чего отступая от края 18 см и сбоку срезаю все лишнее, но не прямым срезом, а немного скругляя. Склеиваю оба конца вместе, приклеиваю к донышку, при этом подворачиваю ткань примерно на полсантиметра. И здесь будет удобнее сначала проклеить подворот, а уже потом приклеить ткань к донышку. Одна сторона на туловище у меня остается открытой, через нее буду наполнять гномика синтепоном. Прорезаю отверстие, вставляю ножки и с изнаночной стороны хорошенько закрепляю клеем. Чтобы картон не выгибался со временем, я его укрепляю при помощи пеноплекса. У меня оставались только маленькие кусочки, но если у вас достаточно материала, то можно сразу вырезать по форме донышка и приклеить. При этом не забывайте сделать отверстие для ножек. По кругу основания приклеиваю кусочек ткани, а после того, как я наполню гномика синтепоном, вообще ничего заметно не будет. Ну и начинаю наполнять. Делаю это постепенно и по ходу работы склеиваю отверстия. Если вам удобнее, то можете и сшить. А вместо синтепона можно мелко нарезать кусочки ненужной ткани или старую ненужную одежду. Приклеиваю бороду, а затем делаю носик. Для бороды я взяла кусочек меха 15 на 15 см, но если вы будете использовать не длинноворсовый мех, то по длине возьмите ткани примерно на 5 см больше, чтобы борода немного свисала. Для носика я вырезаю кусочек ткани 8 на 5 см, скругляю края, и у меня получается заготовка овальной формы. После чего по кругу собираю ткань на нитку, наполняю синтепоном, хорошенько стягиваю и затем приклеиваю на бороду. Я использую бежевый бархат, но вы можете взять любую подходящую по цвету ткань.
Теперь делаем ручки. Из основной ткани я взяла отрезок 6 на 15, склеиваю оба края вместе, после чего можно просто наполнить ручки синтепоном, но мне захотелось, чтобы ручки были подвижными, поэтому при помощи нитки приматываю синтепон к проволоке, для удобства я согнула проволоку пополам. Варежки у меня будут из такой же ткани, что и сапоги, обвожу по шаблону и вырезаю 2 заготовки, после чего сшиваю их вместе. Можно было бы и склеить, но эта ткань очень гладкая сверху, при этом плотная и не тянется, поэтому клей не проникал между ворсинками, и когда я выворачивала, варежки разрывались, поэтому я и решила их сшить. После чего наполняю пальчик синтепоном и немного добавляю в саму варежку, а затем при помощи клея закрепляю на ручке и по кругу приклеиваю мех. Вторую ручку делаем точно так же, после чего можно приклеивать к туловищу, но не забывайте обращать внимание на пальчики, чтобы они были направлены в разные стороны. Для шапки гномика я взяла шапку, срезая лишнюю ширину, немного скругляю кверху, после чего склеиваю вместе. Длина моей шапки с отворотом 30 см, и на лицевой стороне отворота были приклеены стразы, но их я решила оставить с внутренней стороны. Одеваем шапку на гномика и приклеиваем. Сзади я хорошо натягиваю практически до самого низа туловища. Собираю на шапке складочки, после чего немного украшаю. На этом мой гномик готов, и я надеюсь, мне удалось вас вдохновить на создание такого же гномика. Ну а если вам понравилось это видео или было полезным, то ставьте лайк, пишите комментарии, мне будет очень приятно, подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео.